Когда фермер Иван пришел на рынок в поисках новых животных для своей фермы, он не мог не обратить внимания на быка, который оказался в весьма печальном состоянии. Этот бык стоял в углу рынка, сутулясь под тяжестью своего изможденного худого тела. Его шерсть была тусклой, и в его глазах не было ни искорки жизни, ни надежды, лишь бесконечное страдание и боль. В этот момент сердце Ивана сжалось от жалости и сострадания. Он понимал, что это животное, вероятно, исчерпало все свои силы и совсем скоро станет жертвой жестоких реалий рынка. Его жизнь будет окончена просто потому, что он не может больше работать и приносить прибыль. Подойдя к торговцу, Иван заметил, как тот, несмотря на свою невыносимую жадность, моментально распознал интерес фермера и поспешил предложить ему цену. Довольный тем, что нашел возможность избавиться от такого слабого быка, торговец пытался сбить цену. Его время пришло. Он точно не проживет долго, произнес он с горечью и немного сарказмом, словно надеясь на дополнительные копейки за бесчеловечность. Из-за его бесчувственности Иван ощутил глубокую досаду, но не стал поддаваться на уловки. Но Иван был человек с большим сердцем. Он не мог пройти мимо чужой боли. В этом животном он видел не просто умирающее существо, а живое существо, которое, возможно, еще могло найти утешение и любовь, если ему дать шанс. С мыслью о том, как бык страдает на глазах у всех, он резко достал деньги из своего кармана и, не раздумывая, купил быка. На руках, с трудом заполнивших живое тело, он привез его домой, даже не представляя, какой тяжелый и запутанный путь ему еще предстоит пройти. Дома Иван сразу понял, что, возможно, его решение было поспешным и необдуманным. Бык был на грани. Его хрупкое тело едва держалось в сознании. Он выглядел почти смертельно больным, и из его глаз исчезли последние искры жизни. Лишь немногие остатки инстинкта продолжали бороться за существование, удерживая его от полного падения в бездну безнадежности. Это зрелище было неприемлемым и ужасным для доброго фермера. Но Иван не мог просто так оставить его на произвол судьбы, не нажимая на бедняжку еще сильнее. Он устроил быка в отдельном, теплом и уютном стойле рядом с другими животными, окружив его заботой и вниманием. Каждый день он старался дать ему наилучший уход, напоил его, приготовил специальный корм, состоящий из различных злаков и витаминов, и следил, как бык восстанавливается. Словно священный долг, Иван начал использовать свои знания из старинных книг, трав и рецептов, которые унаследовал от своего деда, чтобы хоть как-то помочь бедному животному. Он исследовал бойкие травы и целебные отвары, заботливо поил быка отварами из специальных трав, которые известны своими помощью в восстановлении сил животных. Каждый день проходил в заботах о быке. Иван тщательно следил за температурой тела, проверял его общее состояние, успокаивал его. Но каждый новый день приносил все больше признаков того, что бык, похоже, вряд ли долго проживет. Он заметил, как постепенно бык выглядел все более иссохшим, его попытки встать становились все более беспомощными. Чтобы дать надежду как себе, так и быку, Иван решил обратиться за помощью к ветеринару, который был известен в округе своим опытом. Когда ветеринар, понаблюдав за состоянием животного, пришел к печальному выводу, он только развел руками, тихо и грустно сказав, что животному не будет спасения. Он скоро умрет.
«Вам не стоит тратить силы на такую безнадежную задачу», — сказал ветеринар. При этом его тон был полон сочувствия, но также и безнадежности, словно сам прописал быку Еву существовать. Сердце Ивана сжалось от этой безысходности, но в его нутре уже разгорался огонь. Он не собирался сдаваться так быстро. Он продолжал бороться за быка, находя в себе силы продолжать уход и заботу. Постепенно, через неделю ежедневных усилий, он начал замечать, что его усилия начинают приносить плоды. Бык начал вставать, изрыгая длинные, усталые вздохи, постепенно, медленно пробуждаясь от затянувшегося сна. Он начал есть, и на его лицах вновь появились не слишком убийственные черты. Даже его глаза, когда-то потухшие, начали оживать и казаться более живыми. С каждым днем Иван чувствовал, как это животное начинает откликаться на его заботу и доброту. В его сердце вновь возвращалась надежда, наполнившая его дух, и он молил всех светил и высшие силы о том, чтобы бык смог выжить. Но даже когда бык начал показывать явные признаки восстановления, его поведение оставалось непредсказуемым. Иногда он становился агрессивным, словно из-за страха, что вновь потеряет все, что у него есть. Но Иван, ставя на первое место понимание и терпение, научился успокаивать своего подопечного, подходя с максимальной осторожностью. Он заметил, что этот бык, несмотря на свои слабости и болезни, имел сильный дух, который не желал сдаваться. Он постепенно начинал осознавать, что если бык выживет, то станет не просто обычным животным, а символом борьбы за жизнь, настоящей надежды в тяжелых условиях существования. Этот бык должен был стать необычным. Со временем бык стал крепче. Его тело восстанавливалось, и он научился доверять Ивану, а фермер подбирал к его характеру правильный подход. Вскоре, несмотря на все пессимистичные прогнозы ветеринаров, бык не только выживал, но и активно работал на ферме. Он начал таскать повозки, помогать обрабатывать поля и поднимать настроение всем вокруг. Его сила стала постепенно возвращаться, и с каждым днем он становился все более уверенным в себе и спокойным. Иван часто задумывался о том, как многие другие люди не дали бы шанса этому животному. Многие, вероятно, сочли бы его потерянным, недостойным жизни существом. Владимир понимал, что не каждый был способен обратить внимание на истинную сущность неизлечимой беды, и не все готовы были бы вложить свою душу и сердце в чужую проблему. Многие просто бы отказались от участия, сославшись на отсутствие шансов. Но Иван был уверен, иногда стоит дать шанс, даже когда никто не верит в успех. Этот бык стал не просто частью его фермы, он стал его другом, настоящим соратником. Вместе они переживали головокружительные моменты радости и забавных приключений, и хотя бык не был идеальным, у него были свои недостатки и страхи, он оказался живым существом, и за это Иван был безмерно благодарен судьбе. Каждый день, когда он смотрел на этого быка, не зная его истинного прошлого, он вспоминал о том, как важно не сдаваться, даже если окружающие говорят о безнадежности ситуации. Бык теперь жил в загоне, полном заботы и любви, и каждый день напоминал Ивану о том, как важно бороться за жизнь, как терпеливое ожидание может принести результаты, и как непреклонный дух может одержать верх даже в самых трудных обстоятельствах. Он непременно стал символом надежды для всех, кто сталкивался с трудностями в жизни.
И эта история, полная силы духа, преданности и любви, станет важным напоминанием о том, что с милосердием, терпением и настойчивостью можно достичь многого. Вот такая удивительная история о сострадании, надежде и любви, о том, как важно не сдаваться, и о том, как даже самые безнадежные ситуации могут изменить нашу жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще много интересного и трогательного, что затронет ваши сердца и вдохновит на новые свершения в жизни.